Привет, друзья, с вами Фуионыч. Продолжаем цикл, посвященный фликеру и возможности фотографов. Сегодня тема обработка фотографий для фликер. И начну я сегодня с новости. Сегодня у меня срок подошел попасть в ленту Explore. Я проделал несколько экспериментов. Кто смотрит мои, следит за моим видео и шортсами, видели, что я снимал как раз в удельном, на уделке, стрит, в парке и в переходе. Под этот Explore я подготовил несколько работ. Решил дать волю своей любым форматам. Это Color, это техника. Как раз мы сегодня о ней тоже поговорим. Эта техника позволяет вам акцентировать внимание на определенных цветах, о чем Екатерина Кулакова говорила, что она оставляет 2 или 3 цвета. Кто следит внимательно за творчеством фотографов известных, он знает, что этот прием работает не только в живописи, но и в фотографии тоже. И просто делать фотографии, где все цвета есть, уже абсолютно скучно. Скучно как и зрителям, так и системе. Система Flickr как раз делает акцент на стилистику. И для того, чтобы узнать, кто вы, что вы занимаетесь, если вы даже не написали или даже не сделали ничего из того, о чем говорил Фуионыч, то если вы уже используете какую-то свою собственную стилистику, система это мгновенно видит. Более того, если она видит, что фотографий несколько, множество в этой стилистике, или стиль обработки отличается от других, то, соответственно, она выделяет вас как нового автора и начинает продвигать. На это я обращаю внимание всех молодых пользователей Flickr, и не только Flickr, всех социальных сетей, которые уже давным-давно управляются так называемыми роботами. Эти роботы очень хорошо определяют действительно что-то новое. Вот я тут проходил. В прошлом году, по-моему, мы делали здесь эфир. Я тогда пробовал только Donation Alert. Сегодня хотел его запустить, но не стал запускать. Но я думаю, что мы это сделаем тоже. Так вот, друзья, что касается обработки. В интернете, я не знаю сколько, десятки тысяч роликов по обработке фотографий. Я уверен, что и тысячи людей, блогеров, фотографов, которые об этом рассказывают. Почему? Потому что часть работы, кроме того, что вы должны сфотографировать так, чтобы было людям интересно смотреть, мы об этом сегодня говорим, не только людям, но и системам. Но плюс вы должны владеть навыками обработки. Почему? Потому что всегда зачастую в тех условиях, которые мы снимаем, техника не идеальна. Хоть она имеет совершенно эти характеристики по динамическому диапазону, современные цифровые камеры научились уже определять и объекты, и научились распознавать источники света, точные замеры, экспозамеры, но все это идет как бы от автоматики. А поскольку авторство и печать автора, мастера, за что люди платят деньги и за что люди платят своим вниманием, связано как раз с человеком, с его стилем, с его особенным зрением. Потому что в автоматическом режиме фотографии, если вы обратите внимание на те, которые попадают в топы, так или иначе эти фотографии все равно обработаны. Я не сторонник глубокой обработки, если это не касается действительно арта. Если же арта, которым я тоже занимаюсь, то, конечно, обработка определяет ваше видение. И я на своем телеграме, в нашем телеграме, где мы обсуждаем все это, выкладывал недавно несколько десятков изречений великих авторов, фотографов, которые рассказывают и говорят именно об этом. Вот сегодня трамвайчики. Посему, друзья, те, кто спрашивает, как обрабатывать, на чем обрабатывать, пишут иногда в комментариях, что вот я куплю мощный компьютер, мощный дисплей, откалибрую его, после этого начну обрабатывать. Это было лет 15 назад со мной, когда я тоже таким же способом мыслил. И это делал на больших дисплеях, калибровал, потом все это обрабатывал, на макбуках все это смотрел.
Все закончилось, когда появились устройства, позволяющие вам пальцами трогать дисплей и уже обрабатывать самими пальцами стилусом. Это, конечно, iPad, iPhone, крупные какие-то модели на Android. Я сторонник такой системы обработки. Почему? Потому что это экономит большое количество времени ваше. Плюс дисплеи этих устройств уже откалиброваны. Более того, вы можете, конечно, сами что-то калибровать, но по моему опыту, сколько я работал на MacBook Pro и на iMac, результаты именно продвижения в соцсетях, результаты во Flickr, в других площадках, с появлением вот этих новых планшетных устройств, они дали больше результат, чем то, что я тратил часы на обработки в фотошопе на вот этих стационарных компьютерах. Поэтому я, так же как и Джобс, уверен, что эти устройства давным-давно уже не то, что они древние просто. И, есть люди, которые покупают специальные клавиатуры для того, чтобы использовать их для обработки в Lightroom и Photoshop или другой системе, там, Capture One, если вы используете. Да, это экономит ваше время, если вы занимаетесь печатью большого формата, но для соцсети вполне достаточно. Если вы внимательно посмотрите даже характеристики моих работ или работ авторов, вы редко обнаружите большие объемы. Хотя я стараюсь выкладывать там от 5 до 15-20 мегабайт емкости. Это большие объемы, это качественные фотографии. Вне зависимости от того, в чем они там исходно уже загружаются, в TIFF для типографской печати. Но система любит JPEG, друзья. По опыту могу сказать, я уже об этом говорил миллион раз, друзья. Не надо туда грузить 100 мегабайтные версии в TIFF. Объясню почему. Потому что сами система доступа серверов, она будет очень долго открывать такой файл. А поскольку время доступа, когда ваши фотографии смотрят от полусекунды, даже реже, до хорошей фотографии нескольких секунд, 2-3 секунды это уже чудеса. Поэтому за это время, друзья, не открываются такие файлы. Не открываются. Открываются они не за минуту и не за две. Даже если у вас 100 или 200 мегабит в секунду, скорость самих серверов, самых быстрых, все равно медленнее. Потому что пользователи Flickr это несколько десятков миллионов человек. Я об этом постоянно говорю. И фотографий там миллиарды. Миллиарды, друзья. Так вот, друзья, что касается обработки. Выбирайте тот инструмент, на котором вам удобно. Лично мне удобнее всего обрабатывать с 2016 года на iPad на большом, на iPad Pro большим разрешением. Новые модели, которые сейчас вышли, они еще более качественные, еще более быстрые. Плюс пару лет назад появилась система, даже больше чуть, Photoshop Lite версия. Да, она может быть немножко урезана, друзья, но практически она полнофункциональный Photoshop. Все, что вам требуется, вплоть до глубокой обработки, вырезания, вставки, все там есть. Если вы обратили внимание, то новая версия Lightroom, она практически уже замещает Photoshop. Поэтому, если вы пользуетесь Lightroom, то можно на этом остановиться. Можно всю обработку, как я, сделать в Lightroom, а потом, если вам что-то нужно еще, можно допилить в Photoshop. Это один способ. Второй способ, с которого все начинают, большинство людей, в том числе и я, и который считаю, что наиболее интересный. Этот способ пресетов. Вы знаете, что многие даже фотографы продают свои пресеты, и сами компании продают пресеты. Например, полноценная развернутая версия Photoshop продает такие установки, пресеты. Для чего я это вам говорю? Не для того, чтобы вы сразу бросались и покупали. Если вы новичок, или если только делаете первые шаги в обработке, откройте версию Photoshop Lite и просто понажимайте, посмотрите эти пресеты. Их там, я не знаю, там видов 20, в каждом виде еще по 20. Их там сотни. Не обязательно сохранять фотографию, хотя при желании можно и сохранить на бесплатной версии. Но вы можете посмотреть, что из этого получится. Для того, чтобы вам был какой-то стимул, я вам скажу, что фотография, которая с таким каменным существом,
апофения, которое называется. Это такое свойство человека видеть какой-то процесс, какое-то существо или какие-то связи, которых ум вас отказывается видеть. Интересный очень термин, я про это буду записывать еще не один ролик. Так вот, вторая работа, которая была номинирована, это работа с музыкантом. Я с ним поговорил, мне он очень понравился и внешне, и как он вел себя. Единственная сложность была это дождаться момента, когда пешеходный переход вот этот был бы пустым. Поэтому, все-таки я это сделал. Плюс я не брал с собой штатив. Несмотря на это, у меня фотография получилась достаточно резкая. Я использовал видоискатель, о котором я рассказывал. Так вот, друзья, если вы обратите внимание, то увидите, что фотография имеет несколько цветов основных. Основной цвет не черно-белый, как я делаю обычно в Colored, а сепия, причем такая насыщенная. Я как раз консультировался с моим другом в Москве и в телеграм-канале тоже выложил 4 или 5 версий, как это можно сделать. И все-таки по пожеланию человека, видите, я оставил эту глубокую сепию, такую насыщенную, потому что дополнительные цвета к желтому, вы знаете, синий. А поскольку костюм там был у него такой слабо-слабо темно-синий, я его усилил пресетом. Грубо говоря, небольшую обработку сделал. Потом наложил пресет. Посмотрел, что получилось. Сложность была в том, друзья, что там в этом помещении, в этом переходе, все эти гранитные плитки, из-за того, что там стояли дурацкие диодные осветители, я их ненавижу, они все дали зеленый цвет. Не то, что камера не рассчитала баланс. Камера рассчитала баланс верно. Там на самом деле зеленоватый окрас. Я его давил, вытаскивал. Соответственно, сделал несколько версий, где его вообще нет, черно-белый. И дальше у меня стал вопрос, сделать какую версию. Если вы зайдете в телеграм-канал, вы увидите эти версии. Там есть версия, где все такое черно-белое, немножко синевой, такой холодный цвет. А сам человек, он в коричневом одеянии, то есть такой, как можно сказать, какой-то, я не знаю, старец какой-то, хотя он молодой. Поскольку у него духовой инструмент, достаточно большой, деревянный, у меня была мысль обесцветить его, оставить все-таки только синий цвет и красный цвет рюкзака. Красный вы знаете. Я решил оставить и красный, и синий. Это идет вразрез с моим параметром, где оставляется один цвет. Но все-таки красный я сделал версию с подавленным цветом, потом оставил его. В результате труба все равно, она была такая белая. Она выбивалась, а я хотел подчеркнуть именно, что она натуральный цвет. Мои игры с желтым, коричневым, с балансом цвета лица именно, поскольку нужно сохранить не белое лицо, а чтобы все это было. Плюс небольшой смаз лица, поскольку он двигался в движении, это все дало результат системам. И все-таки я оставил пресет. Именно яркий, где есть эта труба деревянная, где есть этот красный рюкзак. Сначала был, который светящийся, где все-таки ботинки вот такие, короткие брюки. В общем, там посмотрите, внимательно, если посмотрите. И один из художников говорил, что если вы смотрите картину или фотографию меньше, там, по-моему, он говорил 15 минут или 5 минут, то вы ничего не видите. Я надеюсь, что вы потратите хотя бы минуту, чтобы посмотреть внимательно на эту фотографию. И, может быть, обратите внимание, что еще в этой фотографии есть интересного, кроме самого человека. Поэтому, да, строилась она сразу на месте, быстро, поскольку мне нужно было нажать на кнопку, когда уже людей не было. Люди постоянно шли, поэтому это потребовало таких достаточно серьезных усилий, энергетических, я имею в виду, и собранности. Я всегда говорю, что фотограф самая главная выдержка. В результате версия, которая с вот этим каменным шариком, который дополз до скамейки, и все сзади него такой след снежный. Я надеюсь, что кто-то понял идею снимка апофении конец зимы. Но фотография с музыкантом, я уж не помню, как я ее называл. По-моему, она у меня называется Star 53. Почему? Я сначала назвал ее Star 53-11, 2.11. Потому что в одной из древних книг, в Коране, как раз есть сутра о звезде, о Сириусе. И там есть очень интересные слова, которые я взял, перевел на английский язык. И, соответственно, выложил на всякий случай
на вот этом языке оригинала. Для тех, кто в теме, для тех, кто не в теме, ну, может быть, интересно будет, почему это так. Но в результате оставил Star 53. Вот, друзья, что я вам хотел сказать по поводу обработки. И я все-таки надеюсь, что вы начнете хотя бы обрезать фотографии лишнее. Может быть, дойдете до уровня, когда будете мелкую ретушь делать. Я не портретист, но знаю прекрасно, что без ретуши модели не любят фотографии, хотя я противник такой глубокой ретуши. Касается именно мыла в лицах. Поэтому если я вижу мыло в лицах, ну, для меня это вообще неинтересно, скучно. Что же касается фотографий стрита, то даже та же самая модель с камнем, вот с этим таким улыбающимся, там большое количество было мусора. То есть на дереве, если вы посмотрите в Телеграме, исходник, висит бутылка с кормом для птиц. Потом хабарики всякие, окурки, банки какие-то, склянки. Внутри этой стекляшки бутылка засунута была. Ну, я не документалист, поскольку я все-таки делал какой-то арт. Многие будут хаять, что типа зря ты это убрал, надо было все это оставить. Я посчитал, что это не нужно. Для того, чтобы концентрировать внимание зрителя именно на важном. А мелочи это уже так. Плюс скажете, ну что там, убрал балки, все там остальное, с цветом поработал. С цветом действительно глубоко пришлось поработать. Почему? Потому что я оставил синий и некоторые оттенки фиолетового. Все это корректировалось. Цветовой баланс по цветам тоже регулировался, потому что мне нужно было противоположный желтый цвет. Но я не хотел желтую листву делать. Я сделал ее такую темно-коричневую сепию. И сквозь эту сепию, если вы посмотрите исходник, вы увидите, что там видно железнодорожный забор. Там железная дорога. Он покрашен в ярко-голубой цвет. Поэтому, несмотря на то, что манипуляциями какими-то можно было что-то вывести по цвету, но все равно он выбивался. И мне пришлось вручную делать несколько сотен движений, чтобы вручную убирать вот эти просветы голубого забора. Я не говорю, не хочу сказать, что вы это будете делать, но у меня это не вызвало каких-то ужасных чувств. Я там с ума сходил и не знал, делать мне это, не делать. Я знал, что это надо сделать. Ну, почему я это сделал? Ну, в результате вот работа появилась та, которая есть. Значит, что касается простой обработки. Для новичков я рекомендую попробовать это все в черно-белом варианте, пока вы не научились с цветом. И примером будет сегодняшняя работа, которую я опубликовал в открытом доступе. Корни я ее не назвал, но там видно. С этого места, как раз с этой точки, мы снимали с Павлом Мартом множество и фото, и видео, в том числе несколько работ, которые зашли в ленту Explore в разном варианте зимой и летом в Лахте. Так вот, эти корни мне удалось снять только в это время, поскольку лед еще стоял, корни и деревья были без снега, и можно было отойти на лед. Ну и, соответственно, посмотрите заодно там интересный арт, который я сделал с корягой, который убегает от берега. Ну вот, например, черно-белой фотографии, она вообще редактировалась только по цвету, по свету, по теням. Никакой обработки ретуши там нет. Ничего не удалялось, все осталось как есть. Соответственно, черно-белый взгляд, работа с контрастом и со светом позволили этим двум фотографиям, вот корень на льду, только благодаря просто работе с тенями, акцентировать внимание на то, что этот корень действительно похож на некоторое существо с усами, если там увеличите, увидите во фликере все это, что оно двигается от земли в сторону воды по льду. Вот такая сегодня мысль у меня, друзья. Я сейчас дошел, у меня сейчас тут за маслом, да. Продолжим чуть попозже.